Новороссия. Всем известный исторический топоним, обозначающий обширные земли Северного Причерноморья. В XVIII веке это слово было громким отображением исторических процессов, символа развития и действительно чего-то нового. Но в 21 веке из-за всех информационных войн слово стало немного спекулятивным. Не для всех, подчеркну. Потому что если вы интересуетесь историей и не читаете всякие поганые книги, написанные спецслужбами, то вам многое будет и так известно. Но чтобы показать, что название наших исторических земель это не политика, а в первую очередь великая история, мы решили об этом сегодня и поговорить. Почему Новороссия это мировой тренд? И почему этих названий не нужно стесняться, а наоборот нужно гордиться? Об этом сегодня поговорим в нашем выпуске. С вами я, Павел Кухаркин и патриотическое движение Победа 945. Чаще смотрите наши выпуски, смотрите прошлые, кто только пришел, пишите комментарии, делитесь этими видео. Они доступны на разных языках с субтитрами, поэтому все для вас. Поехали! Начну с отдаленных тем. Есть у нас такая черта у всех русских, украинцев, белорусов стесняться чего-то своего. Вот, возможно, это мое субъективное, конечно, мнение. Кто-то, может быть, и не согласен, вам есть что сказать в комментариях. Но вот часто мы слышим, наша Швейцария, там красиво, как на Мальдивах и прочее. Пусть там даже многие не были в этих местах, но вот мы туда отсылаемся. Конечно, может быть, это идет из 90-х, но это отдельная тема. Обязательно об этом еще поговорим. Но вот как будто бы в последнее время мы стесняемся пиарить свое, либо же вникать в его суть. А у нас мало того, что своего выше крыши, так мы еще и исторически всегда брали лучшее во всем мире, и мир брал у нас. Мы создавали дух того времени и были неотъемлемой частью западной цивилизации. При этом всякие псевдоисторики любят выдумывать, что вот это мы все украли. Хотя по факту это просто культурный обмен. Были периоды, когда в моде было что-то немецкое, потом все французское. Даже недавно было в моде американское. Появлялись новые слова, новые явления. И это норма. То же самое касается того, что принесли мы миру. Популярность на все русское. Это тоже циклично. В 18 веке при Екатерине в Европе пошла мода на меха. В 19 веке после победы над Наполеоном в моде появились элементы русского костюма. Косоворотки, меховые шапки, русские воротники и силуэты. В 20 веке был балет, кокошники. Сейчас вообще в 21 веке в моде в интернете славянский взгляд. Мир слишком переплетен, и вот обмен и общие тренды – это часть жизни. Так было всегда и, уверен, будет в будущем. Ну а теперь вернемся в контекст наших земель. Новороссия зафиксирована в академической историографии как историческая область у Черного и Азовского морей. Поэтому разговор идет о реальном историческом явлении, а не о поздней словесной конструкции. Перед нами длительный процесс, начавшийся почти 3 столетия назад, когда на месте степного фронтира стартовал один из самых мощных проектов развития русской истории, да не только русской. За сравнительно короткий срок Россия на юге создала новое пространство с землями, городами, портами и заводами там, где прежде доминировала степь. Огромная пограничная зона постепенно вошла в систему управления торговли, обороны, расселения и будущей промышленности. И главное здесь в том, что Новороссия означает не только территорию на карте, но и превращение бескрайней степи в регион, ставший промышленным мотором империи. Херсон, Николаев, Одесса, Екатеринослав, Мариуполь, позже Юзовка, это нынешний Донецк, они все возникли благодаря труду инженеров, переселенцев, военных, купцов, рабочих и людей, приехавших за новой жизнью. Поэтому в 19 веке Новороссию нередко называли «русской Америкой», поскольку здесь действовала логика переселения, риска, карьеры, новых денег, новых городов и социальной энергии. Сам термин «Новороссия» впервые официально закреплен в 1764 году, когда велением Екатерины Великой учреждается Новороссийская губерния. Название сразу вошло в государственную административную практику и использовалось как рабочая категория управления южными территориями. Создание такого региона было вызвано особенностями самого юга, который тогда мало что напоминал о того, что есть сегодня. Огромное пространство Северного Причерноморья и Приазовья веками называли Диким полем, где редкое оседлое население соседствовало с кочевыми маршрутами, путями чумаков, работорговлей и постоянной войной.
Современным языком это был нестабильный пограничный макрорегион с большим потенциалом и почти нулевой организацией пространства. Россия двигалась к его освоению через войны с татарами, Османской империей и борьбу за выход к Черному морю. После мира на присоединенных землях была образована Азовская губерния, а в 1775 году к Новороссийской губернии присоединили территорию упраздненной Запорожской сечи. Южное пространство оформлялось через губернии, границы, управления и конкретные государственные решения, что и стало фундаментом будущего РФК региона. После этого империя не ограничивается гарнизонами и лагерями, а строит управление, дороги, порты, крепости, верфи, переселяет людей, запускает торговлю, создает новые города и включает регион в общую экономику страны. Поэтому Новороссия с самого начала становится пространством роста, где новое название быстро наполняется дорогами, рынками, мастерскими, живыми городами. Само слово звучало предельно прямо и ясно. Новая Россия, новый русский край, новый юг, территория больших возможностей. Мы еще об этом поговорим, как это сочеталось с мировыми тенденциями. И дальше на первый план выходит Потемкин, которого поздняя массовая культура слишком часто сводила к анекдотам о так называемых деревнях, хотя современники видели в нем фигуру государственного масштаба. Именно Потемкин рассматривал юг как огромный стратегический шанс для империи и понимал, что военная победа сама по себе ничего не гарантирует, если за ней не придут люди, дороги, города, гавани и хозяйства. Он ясно видел простую вещь. Доступ к Черному морю требовал закрепления, заселения и строительства постоянной хозяйственной жизни. Поэтому начинается большая южная программа, в рамках которой закладываются города, и развивается вся инфраструктура. Потемкин лично курировал создание новых узлов региона и фактически собирал юг как единую систему. В 1776 году начинается развитие Екатеринослава как будущего крупного центра. В 1778 году основан Херсон. В 1783 году создается Севастополь как военно-морская база, а в 1789 году появляется Николаев. За несколько лет на карте возникает целая цепочка городов с разными функциями, но общей логикой. Тогда же возникают ключевые узлы. Херсон становится центром базирования флота. Николаев усиливает эту линию как мощная верфь. Одесса начинает складываться как будущая торговая столица Юга. Херсонское адмиралтейство, созданное в 1978 году, стало первым крупным южным центром кораблестроения России. На его верфях позднее построили более 40 линейных кораблей и фрегатов, а также свыше 120 малых военных судов. Это уже не разговоры о перспективах, а прямой металл, лес, канаты, пушки и морская сила. Потемкин приглашает в регион купцов, ремесленников, всех специалистов и дает землю, льготы, перспективу, превращая юг не в край ссылки, а в край шанса. Для переселенцев открывались возможности в торговле, администрации, земледелии, снабжении, армии, строительстве, судостроении. Южный край начинает собирать как социальный лифт, куда ехали энергичные и деятельные люди. Ярче всего этот шанс на новую жизнь как раз описывает Одесса, витрина Новороссийского края. Официальной датой ее основания считается 1794 год, когда по указу Екатерины II город начинает строить на месте бывшего турецкого форпоста Хаджибей. Уже в 1795 году в молодой Одессе насчитывалось 2349 жителей, что для только что основанного города было быстрым стартом. Так юг империи переставал быть пограничной окраиной и превращался в пространство, где одновременно строились флот, торговля, города и новая хозяйственная жизнь. Именно эта скорость перемен и стала главным содержанием эпохи Потемкина. В это же время параллельно на другом континенте американские колонии начинают борьбу за свою независимость. К слову, Екатерина II симпатизировала начавшимся процессом борьбы за независимость штатов и дипломатически сыграла ключевую роль в том, чтобы сегодняшние США обрели независимость от Британии. Европа того времени тоже жила модой на новое. Новая Голландия, Новая Британия. В Америке многие названия тоже появлялись с приставкой «новое». Например, Нью-Йорк. И таких названий вы найдете десяток. Отличие России от европейских стран состояло в том, что новые земли не становились колонией, а становились частью объединения земель русских. Действительно, есть разные сравнения с тем, что наш путь мало чем отличается от развития Калифорнии и всего бума развития США. И это не калька, а тренд того времени. И вот представьте себе на секунду, у нас начинается свой бум в новых прекрасных местах.
в Новой России, поэтому и Новороссия. Да, результат пришел быстро. Одесса почти сразу начала притягивать людей, капиталы, торговлю и идеи. Молодой город очень быстро превратился в магнит для юга империи. Здесь сходились зерновой экспорт, морская торговля, иностранные связи, новые деньги и элита юга. Поэтому Одесса стала не просто городом, а точкой, через которую Россия говорила с миром, языком торговли и модернизации. Уже в 1816 году экспорт через Одессу оценился примерно в 37,7 миллионов рублей, из которых 33 миллиона приходилось на пшеницу. Это показывает, насколько стремительно город стал главным хлебным портом юга и важнейшим каналом связи черноземного внутреннего пространства. Позже Михаил Семенович Воронцов, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии, резко усилил развитие региона. И при нем Одесса превращается в один из самых ярких городов империи, где растут инфраструктура, торговля и особая городская среда. Именно в его эпоху Одесса окончательно закрепилась как крупнейший городской бренд всего юга. Особую роль сыграл режим Порто-Франко, действующий с 1819 по 1859 год. Свободная гавань позволяла беспошлино возить товары, хранить их, перерабатывать и затем отправлять дальше. Для купца это означало прибыль, для города рост оборотов, для империи мощный торговый инструмент. Числа говорят сами за себя. В 1795 году здесь было 2349 жителей, а в 1814 году население достигало около 20 тысяч. К 1829 году 53 тысячи, а к 1852 году 97 тысяч. В 1859 году свыше 111 тысяч, а к переписи 1897 года более 400 тысяч человек. За одно столетие маленький новый город превратился в крупнейший центр Черноморья. В свою очередь Донбасс стал силовым двигателем, где южный проект империи вышел на новый уровень через запуск тяжелой промышленности. И это все было просто континентального масштаба. Во второй половине 19 века здесь начинается прям индустриальный рывок, который был во всем мире. Потому что огромные запасы угля Донецкого бассейна, металлургические перспективы, железные дороги и растущий рынок сделали регион ключевым. Уже к 1900 году Донбасс давал более 2/3 всей общероссийской добычи угля, а с 1861 года по 1900 объем вырос почти в 100 раз. Это означало, что юг перестал быть только портовым и аграрным пространством, превращаясь в энергетическое сердце страны. Олицетворением этих преобразований был в том числе Джон Юз, промышленник из Уэльса, который приезжает в южно-русскую степь и запускает металлургическое производство, а вокруг него вырастает та же Юзовка, будущий Донецк. Юз – уроженец этой эпохи, той Британии, что подчеркивает общий глобальный процесс развития, мировую интеграцию, общие тренды и ценности той эпохи. Россия, Новороссия – это часть глобальных процессов, которые шли по всему миру, шли параллельно. Мы развивались нога в ногу с миром. К концу 19 века юг империи превращается в самый динамичный регион страны, где соединялись порты Причерноморья, аграрный экспорт, металлургия, машиностроение, уголь, железные дороги и быстро растущие города. Здесь одновременно работали несколько двигателей роста. Хлебные районы давали товар. Порты обеспечивали внешний выход. Донбасс снабжал энергией и топливом. Металлургия давала рельсы, машины и металл. А железные дороги связывали все это в такую единую хозяйственную систему. Именно такая комбинация и делает регионы богатыми. Это не постройка колонии, то, о чем я говорил раньше. Это развитие богатых земель огромной страны, объединенных наших земель, которые по факту будут собираться еще до 1945 года. Но у Новороссии была еще одна сила. Она строилась людьми со всей империи, всех национальностей и народностей, и не только из России. Далеко за ее пределами. Большие регионы создают люди, и в случае Новороссии это видно особенно, потому что сюда ехали и русские, и греки, армяне, болгары, сербы, немцы, евреи. К ним добавлялись итальянцы, молдаване, поляки, татары, выходцы из Балкан, купцы из Средиземноморья, специалисты из Западной Европы. Южный край собирался как большое человеческое пространство, где каждая группа привносила свое ремесло, торговые связи, язык, навыки и свою энергию. Действительно, это очень сильно напоминает то, что происходило в Америке параллельно. И все это можно показать и цифрами. По переписи 1897 года в Екатеринославской губернии проживало более 2 миллионов 113 тысяч человек. Новороссия работала как социальный лифт, где можно было начать заново или с нуля. Получить землю, открыть дело, создать карьеру, заработать состояние и подняться благодаря энергии, профессии и труду.
На юге можно было стать подрядчиком порта, купцом, землевладельцем, чиновником, офицером, инженером, шахтером, владельцем мастерской или перевозчиком. Причем неважно, откуда ты приехал и с какой страны. Для многих это был шанс, которого старые губернии уже не давали, либо не давали возможности в его стране. И неудивительно, что у региона сложился свой девиз «Воля и труд». По сути, это точное описание того, как работал и жил этот край. Воля означала возможность начать сначала, сменить судьбу, переехать и рискнуть. Труд означал обязательное условие успеха, потому что степь сама себя не застроит, порт сам себя не откроет, завод сам себя не запустит. Учитывая, что я родился тоже на Донбассе, мне приятно, что это часть моей истории. Да и истории вообще каждого из нас, вне зависимости в какой стране или даже на каком континенте вы сейчас проживаете. Увы, современные разделения, все исторические события разбросали всех по всей земле. Но я вернусь к тому, с чего начинал. Наш топоним Новороссия — это не про политику и современные интерпретации, а про великую историю, эпоху того времени. Название — это тренд того времени. При этом это свой путь, такой же, который прошли тогда великие державы. То, что было в Европе, в США, в Азии. Но что мы часть этого большого мира и можем гордиться и историей, и своими названиями. А история не любит спекуляций, история любит факты. А мы их что делаем на нашем канале? Мы их защищаем. Поэтому, друзья, подписывайтесь. На этом все. Пока.